В это же время Югославии, то есть в Белграде, развивается дальше мой центр, превращается в институт, там начинают проводиться какие-то эксперименты очень своеобразные. Так, в 2004 году появляется вот проект так называемого энергетического душа, или как называют Temple of Universe сейчас. Своеобразная конструкция, в которой время и пространство чуть-чуть изменяют свои параметры. Практически как машина времени, мечта человечества, что-то типа этого? Ну, достаточно сильный инструмент. Я не люблю такие машины времени, мечтать человечеству и так далее, и так далее. Человек не знает, о чем он мечтает, и машина времени 1000 лет ему не нужна. Он в своем собственном времени в состоянии определиться, а не то, что еще туда-сюда. Он завтра со вчера путает. Ну, потом вот покупаю какие-то компании, продаю какие-то компании, потом не за деньги. Я постоянно учусь. Пробую себя в разных направлениях человеческого существования, то есть в социальной среде, чтобы быть полезным, чтобы понять, как работает мозг, вот эта конструкция, тут. В разных сферах здесь, деятельности. Да. Ну, конечно, у меня уже ученики, с 91-го года появились ученики, они до сих пор еще есть. Их много? Относительно много. Их сотни. Но вы понимаете, не каждый человек, который приходит, он готов к этой материи. Не в смысле он не может. Вот тут я вам скажу, может каждый. Странную вещь скажу. Все думают, прямо вот это от Бога, и прямо он единственно наделен, и так далее, и так далее. Вот среди всех моих учеников, которые были, которые в институте учатся, только 2 не постигли никаких результатов. Один контуженный после войны, но другой, ну вот так вот родили человека. А остальные все абсолютно постигают результаты. Потому что то, чем мы занимаемся, это очень природно. Это в каждой клетке вашего существования. Вопрос в том, что ты не знаешь, как это использовать. То есть научиться хорошо играть на скрипке раз в 10 тысяч сложнее, чем научиться нашему делу. Вот быть Паганини в нашем деле, это уже единицы. И вы обучаете людей, своих студентов, быть Паганини в этом деле. Я правильно понимаю? Это большой комплимент. Ни один из них даже не подходит на «П». Пока. То есть Паганини в нашем деле – это такой мастер, который должен уметь изменяться и подстраиваться под практически каждого человека. Тайна наша не в том, что у нас сила есть, я говорю о специалистах, а что мы знаем, как мы устроены. Вот этот вопрос мучает практически каждого специалиста в нашей области. То есть ваши глубокие знания на уровне мудрости древних веков дают вам возможность быть сильнее других. Эти знания становятся инструментом к тому, чтобы лечить людей, помогать им. Вы очень хорошо сказали. Вот меня и называют мудрец, wizard. Объясню почему. Не только потому, что я что-то делаю, но я еще должен очень многое знать. Астрономию, биологию, анатомию, патологию, ту же экономику, чтобы постоянно в любой отрасли, быть полезным. Ты уже не можешь называться, я не знаю, как экстрасенсом, парапсихологом и так далее, и так далее. Оракул, жрец, мудрец – это все то, как вас называют люди. У меня вот такой вопрос. Скажите, вот считается, когда у человека проявляются какие-то паранормальные способности, это не случайно. Или была авария, кар-акцидент, либо ударила током, молния. Ну, как Ванга. Вы помните, болгарская ясновидящая Ванга, в детстве ее вихрь поднял вверх, потом бросила на землю, и после этого она стала людям рассказывать о том, что она видит в будущем. Вот я хотела бы узнать, а что в вашем случае? У вас способности, таланты, помимо глубоких знаний, это понятно, которые вы развивали, дар свыше. Вот как вы считаете, что дает вам возможность иметь колоссальный, практически неограниченный диапазон воздействия на человеческий организм? Объясню. Попробуй объяснить. Это я учу тоже. Значит, среди нас, те, которые занимаются вот этой странной профессией, будем называть это лечение или эзотерия, очень много талантливых людей, они совершенно бездарны. Несмотря на эффекты, обратите внимание, я говорю, несмотря на эффекты. То есть, есть какой средний уровень, да? Вследствие, как вы сказали,
катастроф, катаклизм, эмоционального падения, психического падения наступают вот короткие замыкания. И вот эти короткие замыкания мозговые дают пики. Ну, как представьте, вместе 220 500 вольт, сразу ударит и все. Конечно, это проявится как определенный эффект, который вам или кому-то другому будет интересен посмотреть. Но называть это талантом нельзя. Это как раз его отклонение минус. Это отклонение, которое проявляется как талант. Ну вот у меня, например, есть парень, ну, взрослый человек, который свободно берет лампочку, зажигает руками, или сосиску на вилку, и она жарится у него. У него нет ни волос, ничего, все сгорело к чертовой матери. У него спокойно он воспроизводит 220 вольт. Это талант? Нет, это отклонение. Точно так же от нормы. у 99% специалистов. Просто здесь отклонение, ну, очень выразительно. А там отклонение намного-намного меньше. Говорите, да, но он же помогает человеку. Не могу согласиться, что каждый специалист помогает человеку. Пример приведу. Вы сварили шикарный борщ. Так. Но он уже староват. Вот. Прокис немножко. Ну, прокис немножко. Борщ это вы, кислость это вот эта болезнь. Приходит какой-то специалист, берет компот и наливает в борщ. Кислость проходит. Оригинально. Вот вы мне скажите, вот это можно сказать в здоровом состоянии? То есть борщ есть? Нет. Что-то-то получилось, что-то-то изменилось. Ну вот куда с этим всем? Точно так же происходит у человека, когда он подходит к одному, второму и третьему. То есть люди больше реагируют на эмоциональный эффект самого факта, чем на последствия вот этого воздействия. И не дай бог, последствия будут, ну, не очень, потому что кто-то должен, приходит ко мне приходится вот это уже все, как специалисту говорить. Ты знаешь, не надо было здесь делать, как раз не надо было давить, не надо было это трогать. Не зависит от того, что ты хорошо себя чувствуешь. Не надо было там боль убирать, потому что боль это всего лишь сигнал к иммунной системе. Иммунную систему поднимает, она понимает, что там происходят кое-какие процессы. Вот, кстати, если боль это сигнал хозяину, человеку о том, что в организме не все в порядке, и надо убрать эти неполадки, вот это наподобие айсберга. Верхушка – это боль, то, что не видно, это внизу. И сразу возникает такой вопрос, а что же тогда болезнь типа раковая опухоль? Это что, кармическое наказание, это оплошность хозяина организма, судьба? Что это? Или наследственность? Вы можете мне ответить на этот вопрос? Я могу сказать, ответить очень субъективно, как я это вижу, как я с этим работаю. Конечно, здесь есть логическое объяснение. Я надеюсь, я не оставляю впечатление человека, который не имеет интеллекта. Вот я с позиции интеллекта попробую вам объяснить, ну и, конечно, с позиции понимания своего собственного организма и системы, как она функционирует. Раковая клетка существует практически в каждом организме. Ее присутствие, даже в пассивном состоянии, говорит о том, что это составляющая часть природы нашей. Значит, есть какая-то необходимость. Без толку природа что-то не создаст. Эти раковые клетки сидят спокойно, так сказать, в себе и отдыхают. Приходит момент, они активируются. Ну, по моему знанию, на основании того, что я обнаружил, правда, это было уже X лет назад, теперь я сделаю такой шаг в сторону, потом вернусь. Смерть человека – это настолько же серьезный процесс, как и, например, формирование жизни, как рождение. Не рождение, а формирование этого человека. Если человек сегодня умирает, не знает, что он умер сейчас. Мозг заранее знает, планирует, ему же надо сообщить 300 миллионов клеток. Сколько это сигналов идет, что вы знаете, начинается фаза трансформации из состояния X в состояние Y. Это же миллионы процессов. Вот. Так называемый блок смерти, не буду объяснять, где он находится, это головная часть, это функция мозга, активируется. Почему он активируется? Потому что там находятся кластеры или пустые, я визуально объясню, как компьютер, пустые клетки, которые в течение жизни человека набиваются, то есть заполняются. И когда приходит 70% заполнения вот этих клеток, система понимает, что пришло время деструкции, уничтожения вот этой физической материи. Она просто не нужна больше. То есть идет сигнал? Нецелесообразно. Активируется блок смерти, посылаются сигналы, которые воспринимает именно вот эта спящая раковая, как мы называем, клетка. Она активируется и начинает трансформировать живую материю в так называемую мертвую. Потому что мы еще не определили, что такое живая и мертвая. Если человек умер из 300 миллионов клеток,
умерла, осталась одна единственная, хотя там намного больше, и она живет. Умер ли человек? Ведь одна клетка живет, ногти растут, волосы растут. Вот. И в этот момент начинает вот эта раковая клетка поедать все остальные вокруг, потому что сигнал идет. Теперь представьте, назвать это болезнью невозможно, это не болезнь.